Романа вы узнали, да? А этот красный автомобиль? Костян заехал. Давай, давай, Машич. 5 утра приехал, говорит, пошли завтракать. Я говорю, ты что, обалдел, что ли? Мне еще ужин не переварился. Какие у него красивые фары. Короче, по итогу 6 утра погнал Костя на Катю. Давай, счастливо, Костян, удачи. Алкоголь повез. Водку воздух называется. Доброе утро. А вот и мы. Любимая наша дружинина. Ну что-то, правда, завтрак они сегодня нас подкололи. Яичницы нет, только омлет. Ну да ладно. Все равно нифига не видать вам. В общем, пятница, 6 утра, 17 марта. Заскочил Костян, забрал свои ключики. Вон, поехал, красавчик. Поеду, говорит, в Монетку. Водку воздух завезет. Так что будете покупать водку воздух, знаете, кто это? Поставщик. Ну а мы чего? Что пойдем делать? Закроется он или не закроется? Не хочет закрываться что-то. Потеплело, все, он перестал закрываться. В этом рейсе один раз только закрылся. Пойдем кино вам сделаем. Дождемся рассвета. Ну и тоже будем выезжать потихоньку. Так что, ваше здоровье, одноклеточные Саньки да Данилки. Халявный кофе. За парковочку дает. Ай, огонь. А вам? А вам идите в задницу. Так, ну ехать-то еще рано. 10 минут 7. Где мой ноутбук? Наверное, мы займемся фильмом пока. Торопиться некуда. Поэтому займемся делом. О, заработало. Без 10:08. Поехали и мы. Мало поработаем. Сейчас, правда, тут это... Все хорошо, только что вот 2,5 километра сейчас надо по ямам немножко потихонечку проехать. Нету тут дороги. Так, подожди секундочку. Ладно. Сейчас там все равно останавливаю. Ну, тормозиться нужно будет перед ямами. Воду плохо положил, сейчас будет плям-плям-плям-плям-плям-плям. Я терпеть не могу, когда что-нибудь плямкает. Скрипит, брынкает, попискивает. Посторонние звуки издаются. Тут постоянно самосвалы тусят. Ну, встали. Короче, нам вот сюда.
конечно, намного печальнее. Ну и ехать в сторону Кати, непонятно куда разворачиваться, тоже не вариант. Самосвалом не ушатали. Постоянно посмотришь, заезжает. У них тут место сборища какое-то, тут может база какая-то где-то рядом, или как карьер, куда они тут едут. По встречке надо было выскочить, да, что тут этого бордюра-то чуть-чуть дождаться, когда с левой стороны никого не будет. Раз и пошел. Могут не так понять. Неправильно. Все маневры. Ладно, тут немного. Потихонечку переползем. Все равно у нас дальше, тут Костя говорит, вообще в Чувашии есть места поуплывали, про Московскую область, там Покрова эти все, я вообще молчу. Снег сошел вместе с асфальтом. Исчез. Уплыл. О, видите, какая тут красота. Ладно, потихонечку вот так. Аккуратненько, нежненько. Стройка тут идет. Идет. Понимаю, четырехполоску полностью хотят сделать. От Кати сюда. Сделают. Главное, чтобы сделали по-человечески. А то что-то у нас вот делают. Потом раз, куда-то это все уплывает. То с мостов асфальт уплывает. Даже тот же Покров, вот возьмите. Что, его ж в прошлом году делали, закатали. Сейчас, пожалуйста, там вообще дороги нет. Яма на яме. Не знаю. Я, конечно, может быть, это и радикально, но это сугубо мое мнение. Вот даже тот же мост этот Тольяттинский взять. Посадили б нахрен вот лет на 15 от директора фирмы до прораба поуменьшающий. Тех же этих, кто вот в Покрове делал. 2-3 конторы посадили бы вот так и все это официально осветили. 4-е бы подумали, а надо ли так воровать? И уже бы начали бы делать по-человечески, потому что, ну что это такое? Вроде строят дороги, а толку от этого? Их построили, они плыли. Потом эти же едут их же ремонтировать. Может быть, я в чем-то не прав, не знаю, но мне кажется, что здесь только радикально. Ну, для этого нужна сила воли. Так, все прекрасно все знают, как это все делается, как все эти тендеры выигрываются и так далее и тому подобное. Ну, может, что-то изменится. Перемены-то пошли. Может, как-то перестроиться. Но это ж такие деньги улетают. Просто космические. После этого эти же космические деньги освоили, опять их же свою же работу переделывают. Тут надо радикально действовать.
Не так, конечно, как в Китае, там расстрелы, там еще что-нибудь. Это уже совсем, я думаю, радикально. Хотя тоже смотря за что. Ну, а так вот. Пятнашечку и лес валить. Или к Лёшке анальному варежки вязать учиться. И чтоб это все было освещено, чтобы все видели. Двоих, троих, четвертый подумает, а надо ли? Сугубо мое мнение. Имею право на него. Потому что по-хорошему у нас не прокатит. Пробовали уже. Не проходит. Вачик не поедем. Там не доливают. Сейчас этот Газпром. Илья там поворот. Сейчас его проверим, так сказать, на вшивость. Похоже на оригинал, а не на франшизу. Сейчас спросим. Мне просто за тот сказали, что там франшиза. Поэтому они там и беспределят. Так. Каня, ты тоже на заправку, да? Я что-то как-то так лихо заскочил. Да есть, давай. Раз заскочил. Раз заскочил. Стоит там что-то непонятно. Так, а как это мне посмотреть? Что у нас здесь с интернетом? Мне надо заправиться до Дзержинска. Дзержинск. Блин, тут интернета вообще нету нифига. Так, нет, вот вроде что-то появился. Так, Дзержинск. Нижегородская область. Мне там заправляться. Дальше уже 1199. Это какой дорогой? Примерно как я и поеду. Нет, как-то совсем короче. Да ё-моё, что ты мне точку ставишь? Мне не надо точку. Google. Так, Дзержинск, Нижегородская область. Так, вот, ну все, 1200, в общем, через Пермь. Так, какой у меня расход нынче? 31,4. Упало, да? Нормально. Так, калькулятор. 1200 умножить на 0.31,4. Мне надо спалить, ну, грубо 380 литров туда. Так, где я? Какой у меня остаток?
Подождите, господа. Так, вот программа. Если откроется. 307. А надо спалить 376. Так. Ну, сейчас мы посмотрим. Так, получается калькулятор. Сброс 307 минус 376 равно минус 69. И чтобы там было 200, 270 литров мне надо всего заправить. 270 литров. Ну, на 270 литров, наверное, сильно и не увидишь. Ну, сейчас посмотрим, когда заправимся. Заезжай, говорит, Рослиха заскочил. Ну, стоит, солярку покупает. А тут он одолжение сделал. Сейчас колонка какая-нибудь освободится. Мне все равно в какой. Затем поверните налево. Спасибо, Маша. Короче, какая освободится, по той подъедем. Мне все равно под какой бак заезжать. 270 литров мне залезут в любой. Специально остановился, еще постоял. Все, сейчас 10 раз перепроверил. Все четко. Как бы показывает, типа, литров 5 недолива. Ну, там тут на 5 литров компьютер может и ошибаться. Там где-то что-то, это не недолив. Может быть, там не так посмотрел. Ну, в общем, 5 литров на 270, то есть это берем погрешность системы. Так что имейте в виду, вот Газпром здесь в Ильяте. Все четенько. Правда, я у этой оператора спросил, говорю, у вас настоящий Газпром? А я не знаю. Ну ладно. К нему претензий нет. А вот этот, который скоро будет в Ачите, сейчас мы его увидим. Нехороший. Строят. Бисерть. Вот когда туда идешь, тоже четко льет Газпром. Никаких вопросов к нему нет. Стоят, Зорька, стоять. Куда ж ты так гонишь-то? Все, до Нижнего мы, до Нижнего до Дзержинска залились. Поедем. Может, надо в Большую Соснову сегодня заехать. Сходим в сауне, посидим. В бассейне побалдеем. Морду лица в порядок приведем. Душик. Все дела. Ну а что? Время есть. Можно пару часиков на себя любимого и выделить. Да. Когда сам себя не похвалишь, больше ж никто не похвалит. Поэтому надо не жалеть. Вот, поехал, сейчас еще раз посмотрим. Все. 570.
Пермский край. Правда, это уже 2 экипажа было в Свердловской области. А это уже Пермский край. Сейчас вниз вот спустимся, Шахарова здесь, закрентим на стоянку. Я не знаю, либо там Саня, либо сейчас подъедет с фирмой. В Чите с ним виделись. У него ман такой же. С одной партии. Один в один. А, не сейчас. Чуть дальше. Расскажет, как он его на подмену отдал. Вот. А впереди он там у нас Суксунская гора. Суксунский подъем. После Шахарова. Постоим, кофейку попьем. Может, по первому. Время уже 11. В 6 утра сегодня Костян есть заставил. Представляете, злодей какой? А, вон он заезжает. Как вон он только заехал. Я уже вижу его отсюда. Где по суше, Сань? Или там везде мокро. О, красавчик, на сухое становится. Все, так и стой на сухом. У него 21.10, у меня 21.09, у него 21.10 бортовой. Вы превышаете допустимую скорость. Как-то раз я тут вроде бы даже ночевал. Правда, давно это было. Курорт Ключи. 4 километра. Сзади. С интернет 4G. Вот стоянка эта. Она, ну, не по дорожной сети. Или проложить. Выполните разворот там, где это разрешено. Затем на следующем повороте поверните налево. Тоже без мочевины уже. Все, отключили ему. Правда, это он первый рейс без мочевины едет. Прошлый рейс у него этот подменный ездил. О, у него 0,459, 58, у меня 0,459. Тоже без брызговиков. Красавчик. Где ты так уже вымазаться успел? Уже самовар ставит, все там, баллон, все дела. Гюльчатай, открой личико! Я говорю, Гюльчатай, открой личико! Здорово! Короче, пойдем мы кофе пить. Короче, это вот сюда, да? Вон на стекле. Вот еще, да, идет? Вот. Что грязное? Больше нет такие что? Вот, ну, вот эту да, видно, да. Грязно не видно. Ну.
И что он, говоришь, сказал, да, что ему что-то прилетело? Ну, По встречке что-то прилетело. Ну, просто тут даже на немытой машине видно, что это трос. То ли он кого-то тягал, то ли его кто-то тягал. Это 100%. А сюда, видно, хорошо усандалилось. Ну, даже, ну вот же следы троса. Ну, что ж такое могло со встречи? Да со встречки ему там что там? Трос со встречки ему прилетел, что ли? Ё-моё, детский сад, 2 четверть. Ну скажи, ну как бы, ну бывает, ну момент как бы неприятный, но это ж так, рабочий. ну это рабочий момент. Ну скажи правду, нифига, да? Что он там задвигал? Со встречки на М1 пойму. Хотя бы уже придумал бы где-нибудь это, где-нибудь там в Забайкалье какого-нибудь, там в Амурской области. Это на М1. Надо было бы гаишника вызывать. Ну, сказочник, ё-моё. Сколько у тебя пробег, Сань? 271. Ну, нифига себе, ты уже вперед ушел. У меня 250. А где ты так ездишь? Да вы так носитесь, я по 18 дней в Забайкалье живу. Это вы ездите быстро. Я на базу вот приехал перед отпуском, было 250 у меня. Ну, и вот он 20-ку накатал, да? А он куда ездил? Тоже сюда, да? За Влади еще за находку куда-то. Еще за находку даже? Фига себе. Ну да, конечно, ё-моё, не стоите, ничего. Слышишь, а ты не... У тебя уже тут, тебя поменяли резину на прицепе? У нас родная... 1.8 у меня. А вот это у нас еще родная ж, да? Вот это вот вся, я так понимаю. Вот это вот только 8. А там тоже новая резина. Где она новая? Ну как? Где она новая? А это что? Ты на мои колеса посмотри. У меня вот здесь уже местами корт виден. Ну это старая. О, это старая. Ну, а это ось новая, Сань. Ну, может быть, до тебя мененная раньше? Ну я знаю, что при мне, когда я уже на ней работал, вот это вот. Ну, а это, так это раньше помененное, но это новое колесо. На мои колеса глянь. Без слез не взглянешь. Я сейчас приеду, буду говорить. Вот на этом, я говорю, я уже... Ну, она уже отслаиваться начинает. Наш прицеп, это же, получается, 20-го ж года. 20-го, да. Ну, они ж уже больше выходили, чем головы. И чё, куда ты? На Новосиб же, да? Тоже уже грязный. Это ты с Минска так вымазался? Да. Офигеть. А я с Китая выехал, чистенький такой, все, весь белый, после Иркутской области, все. Здорово. Может тоже? Кто-то, кто нас знает. Ладно, пошли кофе пить. Поотрывал, да? Да, это все зимой. Ну, Зимой? как зимой? В январе месяце. Я же тебе говорю, началось отламываться мне, ну, налипает же, да? Ну, На решетки на эти. ну, Останавливаюсь, одна сторона уже висит. да. А-а. У Одна меня, видишь, сторона ничего, висит. выжила зиму. Я ее, ну, доломал, чтобы она не болталась. Ну, А ну, одним течем. Ага. Потом тоже приезжаю, уже тоже как-то останавливаюсь. и тут то самое, да? Только что вот ходуном ходит. У тебя тоже. О, вот этих вот здесь вот разбивается, вот. Ну, и вон. Сверху болтах этих. А там что, кстати? А, так их просто... Здесь надо шайбу выкручивать. Шайбу какую-то хорошую. Да. Вот сюда, вот, да. А, он получается... В принципе, это все можно даже и самому было бы сделать, было бы чем. Это надо шайбу. Хорошие шайбы поставить и все, его ужать. Не, эти вроде держатся. А ты говоришь, на клей посадил, На той да? стороне должен с него справа. А у меня один и второй вылазит. Не, этот не клеит. У меня оба вылетают. Постоянно, как вы не вылез, постоянно их втыкиваю на место. Этот маленький момент. Все, я понял, сделаем. Уже когда дома помоем. Ну вот видишь. Здесь вот все как все. Вот меня вот. Как вот ты вот это вот момент меня смущает. Ну и дверь, конечно. Тут примерно вытягивать. Ну да, вытягивать сюда, ну. Это хорошо, что все закрывается. Не Ну. едешь. Не еду, там сквозняка нету. А у меня же лобово поменяли, сквозняк сверху идет, когда еду. Да?
Вот. Это ж вот, кстати, вот этот Сашка... На уровне, ну, скотча это надо отлепить будет скотч залезть. Да. Это ж вот Сашка, которому этот, когда я вам видео сбрасывал, где дырка прямо, это, как осколки такие по копейке. Ты пережил приятные минуты, да? Так, все, ладно. Приятное А? ощущение. Хорош болтать, пошли кофе пить.